Прямо сейчас прислушайтесь. Вы слышите голос у себя в голове, свои собственные мысли? Если да, то поздравляем, вы в большинстве. Но каждый 10-й человек на планете живет в абсолютной, звенящей тишине. У них нет внутреннего голоса. Вообще. Как это возможно? И кто говорит внутри вас на самом деле? В том, что все люди разные, убеждать никого не нужно. Достаточно сравнить свое отражение в зеркале с внешностью других. Это относится не только к внешности, но и к голосу, слуху, зрению. Однако различия между людьми, оказывается, в прямом смысле спрятаны еще глубже. Они касаются даже того, что обычно принято называть внутренним голосом или внутренней речью. Ученые полагают, что от степени владения ею зависит качество выполнения некоторых когнитивных задач. Раньше считалось, что внутренний голос есть у каждого. Такой способ общения с собственным «я» нам подарила эволюция, чтобы увеличить наши шансы на выживание. Непрерывное внутреннее общение человека с самим собой связано с социализацией и самоконтролем. Мы нередко наблюдаем, как в раннем возрасте дети, заигравшись, проговаривают вслух мысли, которые еще не являются полноценной, правильно оформленной речью. В своей книге «Внутренний голос. Почему мы говорим со собой и как это на нас влияет» профессор Университета Мичигана, психолог Итан Кросс утверждает, что, разговаривая сам с собой, ребенок учится управлять эмоциями. Помните, как в детстве вы повторяли вслед за взрослыми? «Не дерись», «слушайся старших» и так далее. Со временем установки, которые дети проговаривают про себя, начинают формировать уже и вербальные модели. Интересно, что, с одной стороны, этот внутренний голос как бы только наш собственный. Но с другой, у родителей, которые оказывают сильное влияние на своих детей, тоже есть свои внутренние голоса, сформированные культурной средой. И тогда получается, что наш внутренний голос далеко не только наш. В нем, как в матрешке, прячутся голоса многих поколений. Неудивительно поэтому, что внутренний голос раньше пробуждается у детей, родители которых общаются между собой более интенсивно. Вся жизнь человека — это непрерывное общение, в том числе и с самим собой. Но то, в какой социальной роли ты разговариваешь сам с собой, тоже зависит от социального контекста. Психолог из Люблинского католического университета Иоанна Павла II Малгожата-Пухальска-Василь провела эксперимент, в ходе которого студенты описывали свои внутренние голоса. В результате типы внутренних собеседников свелись всего к 4 ролям: верный друг, амбивалентный родитель, гордый соперник и беспомощный ребенок. Их внутренний голос озвучивал каждого из них в зависимости от конкретной ситуации. Внутренний собеседник так хорошо умеет осуществлять подстройку под реальность, что даже тембр невербальных голосов, так же как и вербальных, может меняться. Не будем же мы в самом деле одинаково общаться с начальником и подчиненным, с другом и первым встречным, а с кассиром в супермаркете глупо будет сюсюкать так же, как с собственным ребенком. Рассел Херлберт, психолог из Университета Невады, снабдил участников своего эксперимента звуковым датчиком, определенным образом реагировавшим на ту форму, которую принимали их мысли, слова, изображения, эмоции и так далее. Выяснилось, что диапазон средней частоты внутреннего разговора оказался чрезвычайно широк, от 0 до 100%. Как и у любых контактов со себе подобными, у контактов с самим собой могут быть как негативные, так и позитивные последствия. Неспособность отключить поток сознания, по-французски «courant de conscience», термин, введенный писателем Марселем Прустом, помогает нам всесторонне обдумывать свои решения и опыт, вспоминать о прошлом, мечтать о будущем. Внутренний голос помогает нам созидать свою жизнь и находить особое место в этом мире. Вместе с тем, с помощью внутренней речи наш мозг способен чрезмерно погрузить нас в какую-то проблему, зациклиться на отдельных элементах реальности, вызывая нечто вроде аналитического паралича. Иногда бывает и наоборот, когда внутренний голос выходит из-под контроля и тараторит без умолку, мешая сконцентрироваться на чем-то важном.
Чтобы уберечь мышление от сбоев и сознание от перегрузок, люди придумали специальные психотехники, которые изначально были частью религиозного обряда. Они помогают дистанцироваться от внутреннего монолога, занять позицию стороннего наблюдателя, а не участника внутреннего речевого акта. Вы не концентрируетесь на своих мыслях, а спокойно позволяете им приходить и уходить так, будто они не имеют к вам никакого отношения. Но, как выяснили ученые, подобные проблемы возникают далеко не у всех. Просто потому, что у некоторых людей внутренний голос может отсутствовать вовсе. Гэри Лупьян, когнитивист из университета Висконсин-Мэдисон, утверждает, что пока вы не начнете задавать правильные вопросы, вы даже не узнаете, что есть вариации. Новое исследование, проведенное им и его коллегой Йоханне Недергорд, когнитивистом из Копенгагенского университета, показало, что эти различия не только реальны, но и имеют последствия для нашего познания. Они провели серию экспериментов, о результатах которых рассказали в журнале Psychological Science. В первом задании испытуемых попросили запоминать английские слова-паронимы, схожие по звучанию или написанию. Boat, coat, отписка, описка, таут, вард, распутица, распутница и другие. Участники со слабым внутренним голосом хуже справлялись с психологическими задачами, на которых тестировали вербальную память. Во втором задании добровольцы должны были выбрать из предложенных пар картинок те, на которых изображены предметы с рифмующимися названиями, типа часы, трусы. И с этим заданием участники со слабым внутренним голосом справлялись тоже крайне плохо. Третий тест на скорость переключения с одной задачи на другую и четвертый — на поиск визуальных отличий. Никакой разницы в результатах сильных и слабых членов группы не показали. Лупьян считает, что в данных случаях люди, вероятно, могут использовать множество других стратегий, помимо внутренней речи. Или она просто может не быть полезной для визуальной оценки сходства. Наши внутренние миры сильно отличаются друг от друга. У некоторых людей функция «внутренний голос» может быть сильно ослаблена или даже полностью отсутствовать. В популяции таких внутренне безголосых насчитывается от 5 до 10%. Для этой аномалии ученые даже придумали специальный термин — анендофазия, от греческого «ан» — отсутствие, «эндо» — внутренний, «фазия» — речь. Ученые предложили его по аналогии с другим словом — афантазия, которое используют для описания состояния, при котором у людей отсутствует визуальное ментальное воображение. По их мнению, предрасположенность к анендофазии мешает нормальному запоминанию паронимов, поскольку их нужно мысленно проговаривать, то есть включать внутренний голос. В целом же ученые полагают, что ничего ужасного в анендофазии нет. В повседневном общении слабая словесная память у несклонных к мысленным беседам людей особо заметна не будет. По мнению Йоханне Недергорд, есть как минимум одна сфера, в которой способность к внутреннему диалогу с собой имеет значение — психотерапия. Ведь для этой дисциплины методики, которые предполагают мысленное проговаривание проблем, очень важны. Новое исследование, хоть и работает с областью невидимого, может иметь вполне осязаемые медицинские последствия. Человек с развитой внутренней речью может больше полагаться на нее, говорит Гэри Лупьян, предлагая задействовать потенциал внутреннего голоса для лечения нарушений речи, возникающих в результате инсульта. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.